Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы? Или события, которые влияют на вашу жизнь в эти 10 дней. И у нас прогноз Таро на декаду, на 10 дней с 1 по 10 декабря. Последний месяц уходящего года, мои дорогие, но первая десятидневка. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Я же вас приглашаю на свой сайт прочитать планетарный гороскоп на декабрь. Может быть, посмотреть и другие статьи. Я разные ссылки оставлю в описании. Выбирайте. И в наше время, когда все меняется, я думаю, любая подсказка бывает не лишняя. И мы достанем 4 карты на колоде Ленорман и не будем заранее задавать вопросы, позволим картам провести нас по фарватеру событий, которые видят они. С чем это будет связано? Или связан период 10 дней? События ближайшего будущего для вашего знака зодиака. Третья карта. События ближайшего будущего. И четвертое. На колоде Таро дополним, узнаем. И первая карта Таро неожиданность. Каковы неожиданности этого периода? С какой сферой жизни, возможно, это связано? Или с чем? А может быть, это то, что как раз изменяет ваши планы? В чем ваша сила, в чем ваш успех или что вам помогает? Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы, бумаги важные. Энергию посмотрим, денег, финансы. Личная жизнь, энергетику смотрим. И в конце откроем карту совет. Что же за события ближайшего будущего? Здесь может быть много деловых контактов. По аркану Лилии именно идет то общение, которое, да, оно построено на честности, на откровенности, на видении какой-то конкретики, на рационализме. Может быть, какие-то важные согласования по работе, по бизнесу или много контактов, много переговоров. У кого-то может быть и много поездок в связи с этим. Но есть то, что для вас, или я бы сказала даже, где-то дела, работа или бизнес будет на первом месте. Или, может быть, даже если вы и не работаете теперь, это может быть какая-то ситуация, которую вам тоже нужно решить рационально. Она не связана со сферой чувств, но, тем не менее, она где-то предусматривает разговоры или информацию, может быть, вы ищете, или каким образом поступить. Что-то вы хотите осуществить. И вот ясность понимания приходит через людей или общение с ними. Давайте посмотрим вторую карту. Карта ребенок. И для кого-то это может быть, к примеру, даже если бизнес, перестройка вашего бизнеса, может быть, поменялись законы, кстати. Поменялись какие-то положения, вам нужно адаптировать себя. Вот как-то по-новому. Потому что аркан ребенок это что-то новое. Элемент новизны даже в старом в чем-то, хорошо известном. И может быть это не те новости или что-то новое, то, что инициируете вы. А это обстоятельства вашей жизни вас как раз заставляют что-то пересмотреть. Конечно, для кого-то из вас это могут быть вопросы напрямую связанные с вашими детьми или вашей семьей и домом. Кто-то банально будет улучшать, украшать жилье перед праздниками, может быть, делать его более таким комфортным, радостным, чтобы вот как только с порога зашел, и сразу хорошее настроение, вдохновение. Но есть то, что вам нравится, мои дорогие, одним словом. И причем то, чем нравится заниматься. Надо сказать, позитивные карты. Но какие-то поездки, переезды, может быть, это у кого-то просто как шопинг. Хотя нет, чаще все же по аркану всадник это кто-то к вам может приехать. Или вы с кем-то можете назначить встречу. По этой карте, с учетом карты Лилии, кто-то может действительно встречаться с чиновниками
или отправиться в какие-то инстанции, причем по аркану всадника их может быть много. Может приходить какая-то новость, которую вы тоже не можете отложить на потом. Нужно это договариваться делать сейчас. Поэтому где-то время может иногда за эти 10 дней уплотняться. Может быть, в один день навалится все сразу. И вопросы и личной жизни, и какие-то согласования, или какие-то поездки, какая-то еще активность. Для кого-то из вас буквально, может быть, все зависит, опять же, что вы хотите осуществить. Подвернется удачный момент, когда вам нужно быть в какой-то конкретной местности, и там, на месте, лучше видеть обстоятельства и решать какие-то вопросы. И такое тоже может проиграться. Давайте четвертую карту. Вы знаете, будьте мудры. Здесь нам говорят о том, что существует ряд вопросов, которые вас словно пугать могут. Пугать чем? Своей неизвестностью. Вот вы ищете какую-то информацию. Или когда есть какая-то тема, которую невозможно просчитать как бы загодя. Невозможно предугадать последующий шаг. И ваш собственный, и как обстоятельства сложатся дальше. И нам о чем вообще карта говорит? Ведь это карта мудрости. И мудрость нам как раз помогает, когда обстановка перед нами словно темновата. Мы не можем, может быть, даже интуитивно что-то просчитать, предугадать, потому что приходим к выводу, что, правда, вот мы не влияем на обстоятельства жизни и на реакцию людей, к примеру. Вот это две составляющие, которые они ускользают полностью и из-под нашего, из-под нашей корректировки. Это скорее нам приходится себя организовывать, адаптировать, корректировать, нежели кого-то. Вот значит, будут какие-то вопросы, которые нам нужно рассмотреть мудро. Не упустить, с одной стороны, какую-то возможность или от чего-то не отказаться. Если мы говорим темновато, это вас может карта предупреждать, что возможности к вам придут каким-то иным путем. И вам придется действовать совершенно не так, как действовали прежде. Не упустить, может быть, какую-то оказию, мои дорогие. Рассмотреть то, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Но давайте мы откроем карту Таро «Неожиданность». Но мудрым быть определенно стоит. Почему? По пятерке жезлов я всегда говорю, карта информационного хаоса. Но нам тут где-то карта пытается передать как раз некоторый хаос. Кто-то упал, кто-то карабкается, кто-то тут до огня тянется. Каждый занят каким-то своим делом. Или к вам разные люди направляют информацию, и она тоже хаотичная, она разрозненная. Или, может быть, люди, вы сталкиваетесь пусть с одним человеком. Утром он вам обещает что-то одно, к вечеру у него уже что-то меняется. Или он вообще о вас забыл. Вот здесь, как и люди, на которых невозможно ни положиться, ни ответственности потребовать, так и, в принципе, сама по себе какая-то внешняя обстановка или многоинформативность какая-то присутствует. Может быть, в эти 10 дней. И о чем нам говорит карта? Не торопись срываться с места в карьер. Все, что ты услышишь, ты должен перепроверить. Потому что, да, будет какое-то рациональное зерно среди вот этого информационного хаоса. Но подавляющее большинство это будет либо что-то второстепенное, или вам не нужное, а нужное кому-то, либо же это будет просто фейк. И вот ваша задача вот так мудро просчитать, что же это. То есть может что-то выглядеть поначалу как «Ух, прямо так вот нам хочется чем-то заняться». А если мы рационально посчитаем, мы придем к выводу, да ну его, зачем мне это надо? То есть вот, понимаете, успевайте, мои дорогие, что-то додумать, потому что новостей как будто будет много. Это что вам помогает? А вот сама фортуна вам помогает. Это правда. И вот эти такие несколько для вас, может быть, необычные ваши действия по этому аркану тоже предусмотрены. Почему? Наша девушка, которая изображена на карте, она словно танцует на вращающемся колесе. И обратите внимание, она довольна абсолютно. Какой-то волшебный танец в каких-то сложных условиях. Но это колесо фортуны.
Вы словно на вершине. Или вы можете какую-то проблему решить, или какой-то вопрос закрыть, или какое-то дело тоже довести, может быть, до конца, или, может быть, наоборот, его начать как-то, оно у вас будет быстро продвигаться, и за короткий срок вы все расставите по местам. Ведь тут тоже для кого-то из вас это будет действительно означать какой-то переезд или перемещение, и куй железо пока горячо. Вот именно пока фортуна вам благоволит. И не упустить какого-то момента, это то, что вам помогает. И вам помогает еще такой момент с учетом, тем более карта всадник. Я об этом говорила. Быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Не отложить что-то на потом. Если мы себе скажем, я буду думать завтра, завтра думать будет не о чем. Момент упущен. Не упустите момент. Буквально в этом ваша сила. Может быть, сила еще в том, чтобы себя быстро перестроить на что-то, быстро что-то реорганизовать, в каком-то новом ключе рассмотреть какую-то динамику жизни. Ведь это старший аркан. Он может проиграться абсолютно в любой сфере. Дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. Вот все то, что я сказала, еще один старший аркан. Не будет, как прежде. Какая-то история у вас завершается. Это как завершение жизненного этапа. И мы на это не влияем. И надо сказать, планетарные транзиты. Прочитайте гороскоп на моем сайте. Они как раз, ну, я бы еще сказала, для знаков зодиака, стихии, земли и воды. Вот эти перемены, они идут где-то постепенно, не сразу. И это для того, чтобы вы успели себя перестроить изнутри. Но вся наша динамика жизни говорит о том, что на самом деле перемены будут. Мы, по сути дела, на пороге этих перемен. И, может быть, в каком-то таком спокойном ключе принять, что мне ведь все равно себя придется словно адаптировать к каким-то новым условиям, к новым, может быть, законам. Возможно, адаптировать какую-то вашу семейную историю, к примеру, если она сопряжена с каким-либо переездом. Или обстоятельства вокруг вас тоже меняются, и карта нам говорит, не будет как прежде. Правда, организация самого себя и адаптация к той реальности, которая есть. По сути дела, две карты, два старших аркана. И мы не можем этого отменить. И если мы ждем подходящего момента, то, знаете, вряд ли и думаем, что вот сегодня нам как будто что-то улыбается или у нас получается что-то осуществить. И так будет всегда. Карта говорит, нет, не будет. Это правда, как, знаете, время, пространство для вас уплотняется в эти 10 дней. И вы действительно в эти 10 можете для себя что-то изменить, совершить, согласовать. А вот будет ли такая возможность потом, это большой вопрос. Но, скорее всего, вам действовать придется совершенно по-другому. Опять же, карта трансформации. Это то, что мы вынуждены в себе трансформировать. Или трансформировать себя под те реалии жизни, которые присутствуют. Мы на это не влияем, но на себя повлиять мы можем. Давайте посмотрим. Значит, какие-то согласования. И я должна сказать, планетарный период может быть как раз сопряжен с тем, что мы пересматриваем или перезаключаем все то, что с приставкой «пере», как пересмотр брачных договоров или договоров по работе, контрактов по работе, каких-то важных соглашений. Все то, что касается важных бумаг, мы переписать, дополнить можем, собрать какие-то подписи или нужные печати, вот, но в каком-то другом ключе. И для вас, ведь, посмотрите, нет ничего невозможного. Я люблю эту карту, восьмерка пентаклей. Нам говорят о профессионале, что-то вы делаете очень хорошо, и это вы можете многократно преувеличить. У нас деньги, значит, вы можете многократно преувеличить деньги. И правда, по деньгам у вас какой-то очень даже неплохой период, я даже основываюсь так, планетарно. Поэтому можно даже бизнес пробовать с нуля. Или, ну, понятно, мы просчитываем, узнаем, как оформить, какие согласования провести. Но, в принципе, шаг за шагом, если продвигаться, мы обязательно получим прекрасный результат. И вот для кого было, допустим, в планах развивать свое творчество или личное дело, ваше личное ремесло, прекрасное время. Начинайте, пробуйте. Не ставьте перед собой сразу какой-то планки, а просто идите как по колесу фортуны, по колесу развития событий. Работай, у тебя все получится.
продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Так вот, если по части финансов, и рядом у нас 13-й старший аркан ожидает все, наверное, человечество, что как раз где-то ноябрь-декабрь, с заходом еще и на январь, поскольку Уран в Тельце, и именно Телец, это у нас как олицетворение благополучия и финансов. Так вот, могут быть пересмотрены некоторые, как не просто даже система финансирования, как меняться может, но как и фондовые рынки, валютные рынки, системы взаиморасчетов, электронные деньги. Может быть, кому-то изучать что-то придется. Или, мои дорогие, когда вы захотите работать на самого себя, и из любой точки мира нам как раз показан человек, который занят каким-то своим делом. И тогда я могу предположить, те, кто развивает именно личное творчество, или личное дело, или личный бизнес, вы останетесь довольны деньгами. Ну и для остальных вот в эти 10 дней деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Вот какие-то сомнения. Для тех, кто в сольном варианте все никак не может его завершить, но очень хочет, помните, что продолжая сидеть где-то в ожидании, что нас словно найдут, этого не произойдет. Какой-то должен быть период активности и, самое главное, проститься со своими страхами. Проститься, может быть, с прежней какой-то разрушающей ситуацией или неудачным браком, у кого-то и так может быть. Всегда девятка мечей или чаще нам показан человек, который закрывает глаза. И поэтому карта говорит в первую очередь: открой глаза, и ты увидишь другую реальность. Мы словно опускаемся на дно глубокой философии. Помните, что это билет в один конец. Мы нырнуть в этот колодец всегда успеем. Или погрузиться. А вот обратно вернуться бывает намного сложнее. Поэтому не добавляйте себе какого-то мрака или грустных мыслей. Здесь как раз позитивная энергия, как, может быть, они и выглядят как волшебный пендель. Извините за это выражение, но говорю, потому что действительно, если мы сами все не решаемся на что-то, пространство Вселенной нас может заставлять выйти из зоны комфорта. И здесь что-то нужно увидеть в реальности. Давайте я достану дополнительные карты. Давайте уточним. Что же это для вас? Девятка мечей. Личная жизнь. Хотя нам тут как раз сказали. И посмотрите, ведь очень добрая карта. Для тех, кто сейчас в браке, у кого все хорошо. Тут наоборот, ну, может быть, какие-то есть события в вашей семье, когда нужно адаптировать всю семью. Или ваши какие-то планы семейные скорректировать. Может быть. Ну, может быть, это у кого-то связано, когда вы ждете ребенка, рождения детей. Или просто ребенок ваш растет, или, да, и вы что-то хотите улучшить. У кого-то это вопросы, связанные с детьми и взрослыми детьми. Здесь вы можете где-то даже расстраиваться из-за того, что, к примеру, у вашего ребенка, ну, как-то вот не так складывается. Или он вынужден заниматься какими-то делами, вопросами, или быть в той ситуации, которая именно вынуждает его в этом находиться. Но, поверьте, все равно она закончится. Есть какая-то пауза, на которую вы не можете влиять. У кого-то напрямую пауза в отношениях, и вы тоже не можете понять, как, к чему идут наши отношения. Но у тех, у кого все хорошо, это с элементом обновления, как будто все будет улучшаться. Как и финансы, как и благополучие, дерево денежное конкретно показано, и какой-то путь дальше, развитие как раз. И корни такие надежные. Чего это еще может касаться? А тоже у кого-то выбор. У кого-то стоит выбор решаться, делать предложение или соглашаться мне на брак или нет. И это сделать достаточно сложно. Не должно быть каких-то иллюзий. Помните, у вас две серьезных карты. Но если нам что-то предлагают потом, кто знает, предложат или нет. Может быть, это какой-то выбор по работе, мои дорогие, у кого-то, который связан с перемещением, к примеру, а семья не одобряет. Или у вашего партнера по личной жизни, ну, у него может быть даже и свой бизнес, или свое дело, или какое-то продолжение в одной местности, а вам нужно в другую отправляться, тоже по каким-то делам. Здесь могут быть два человека самодостаточных, и каждый со своими какими-то приоритетами, которые он не может свести к нулю.
потому что для него это много что значит. Но адаптировать семерка пентаклей потихоньку нам как раз позволяет это. Поэтому от чего-то не отказывайтесь от доброго, хорошего, потому что мы сами себе условно каких-то сложностей можем добавить, а нам пространство помогает решить какой-то вопрос. Да точно. Маги, волшебники, что бы ни стояло перед вами, любой вопрос где-то интуитивно, где-то иррационально тоже. Потому что маг – это большой реалист. Несмотря на то, что он умеет, ну, как-то адаптировать себя или ситуацию какую-то даже где-то так проманипулировать. Есть же значение великий манипулятор. Но все же великий манипулятор вы тоже. И поэтому, если вы хотите, не побоюсь этой фразы, не мытьем, так катаньем, вы получите все равно свое. Или если есть какая-то ситуация, которая от вас не зависит, ее нужно увидеть в реальности. И тогда, поверьте, вы найдете 1001 способ, как ее решить. Давайте посмотрим совет. Вот правда, выбор есть, он присутствует. Но туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта мыслей или из путаницы какой-то мыслей. Вам нужно принять решение. И пока вы где-то топчетесь, пока вы его не принимаете, это сделать сложно или как-то уравновесить. Может быть, есть какая-то ситуация, которую уравновесить не получится. Ведь 13-й аркан нам тоже где-то предусматривает, что мы словно готовы от чего-то отказаться. Если мы не готовы, судьба все равно заберет и все расставит по местам. Вот есть какая-то ваша, может быть, стратегия, тактика, которая не сработает. И по тузу мечей, пусть не в этой колоде, но чаще изображается обоюдоострый меч. Поэтому вы должны принять какое-то решение. И это решение, оно подразумевает, что именно вы идете в каком-то одном направлении. А вы не можете в двух направлениях идти одновременно и направо, и налево. Вот какое-то одно, вы что-то одно должны выбрать. И это значит, что и чему-то вы тогда скажете нет. Но от этого выбора вашего зависит качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.